Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. И сегодня я спешу с вами поделиться своей новой идеей нарядного платья. Это платье очень простое в изготовлении. Его даже не нужно кроить. Нам всего понадобится отрез ткани 1,5 метра на 1,5 метра. И на этом квадрате нам достаточно будет сделать несколько швов, и будет готово платье. Ну что, вот у меня в руках наш квадрат. Это атласный шелк. В этой ткани есть две стороны, матовая и с блеском. Край этой ткани я предварительно обработала тоненьким оверлоком. Можно также обработать ролевым швом, московским швом, ну, в крайнем случае зигзагом. То есть, как вам будет удобно. Могут быть различные обработки края, как вам больше нравится. Далее мы обратимся к моей схеме. Вот, пожалуйста. На схеме в масштабе 1 к 10 мы видим квадрат наш 1,5 метра на 1,5 метра. Также в крайнем случае может быть и 1,40 на 1,40 м. Это немного отразится на длине нашего платья. А вы видите, красным цветом изображены два угла нашей ткани по 42 сантиметра с одной стороны и по 42 сантиметра с другой стороны. И здесь мы видим точку 2. И точку 2, и точку 1, и точку 1. Эти точки нужно будет соединить. Сейчас я вам покажу, закалю на ткани весь этот процесс. Я раскладываю нашу ткань. Вот наш угол. И мы отмеряем 42 сантиметра. Теперь я соединяю и закалываю. Теперь следующий угол нам нужен по диагонали с другой стороны, и закалываем мы его уже вниз. То есть здесь мы закалываем наверх, а этот угол мы закалываем вниз. Также я откладываю 42 сантиметра. Ну, я прикладываю к нашему уголочку, чтобы это сделать быстрее. И закалываю и эту сторону. Вот у нас образовалось два вот таких угла. Теперь я наши два уголочка оставшихся складываю по диагональке. И здесь мне понадобится расстояние, вот на схеме, 70 сантиметров с одной стороны и с другой стороны. Я их откладываю. И закалываю. Так. Далее с этой стороны я то же самое откладываю 70 сантиметров. Сейчас у нас заколот уголочек 1, второй. Это два уголочка по 42 сантиметра. Вот я их сколола по одной диагонали. Вот они приготовлены. Два уголочка
по другой диагонали оставшихся по 70 сантиметров. Вот я заколола с одной стороны и с другой. Теперь вот эти вот наши уголочки я скрепляю между собой булавочкой и перемещаюсь к манекену. Смотрите внимательно, как мы дальше будем наше платье моделировать на манекене. Вот я взяла это все в ручки, аккуратненько положила, разместила на нашей горловине и беру вот эти два больших угла, вот они сколоты, и закалываю сзади на талии. Вот я так еще немножечко все расправлю, чтобы наша ткань была натянута. Вот теперь я соединяю булавочки между собой. Причем здесь вы можете, в зависимости от ваших размеров, свободнее, плотнее. То есть как у вас по фигурке будет это выкладываться. Сейчас мы зафиксировали на талии. Здесь в этом участке в дальнейшем у нас будет молния. Далее мы соединяем наши два угла между собой. Вы можете их соединить вместе, а можете по отдельности. То есть как вам захочется. Можно вообще оставить внизу разрез. Вот это спинка нашего платья. Вот таким шлейфиком снизпадает наша юбка. Здесь вверху вы можете пришить ленты, завязку или просто крючочек, пуговичку, то есть как вам будет удобно. Мы приступаем к нашему переду. Здесь вы видите драпировку, которая может быть в свободном полете выкладываться, может фиксироваться. То есть какие-то склады, которые вам индивидуально захочется как-то это все сформировать. То ли можно в одном месте перестрочить, и у нас падает вот такая вот склада, то ли можно несколько дать направление нескольким складам. Но главное, нам нужно сейчас уже относительно вашей фигуры зафиксировать бок. То есть вот эта вот линия, мы к ней фиксируем наш лиф. То есть, допустим, так, чтобы все это было закрыто аккуратно под вашу фигуру. Здесь у нас аккуратненько за нижний слой в дальнейшем вы прихватываете так, чтобы не было видно сверху. Это возможно, потому что все двойное. Также с этой стороны за наши два слоя мы фиксируем наш лиф. Подтягиваем, чтобы у нас все было аккуратно, закрыто и красиво лежало. Вот, я зафиксировала. Теперь здесь мы тоже, если кому-то хочется, можно зафиксировать по груди. Вот, а можно сформировать, наоборот, подраскрыть это все и сформировать нашу драпировку. Можно перехватить под грудью. Может быть, даже какая-то здесь возникнуть брошь, украшение, то есть как вам захочется. А можно и ничем не фиксировать, вот она тоже достаточно красиво лежит и снизпадает. У нас выявлена фигура, у нас красивый баллон внизу, ткань двойная, двойной верх. Здесь мы можем подставить к нижней части чашечку, зафиксировать ее, чтобы оформить наш бюст, выложить драпировку
подтянуть ее. То есть наше платье, оно драпируется под наш вкус. То есть мы хотим, перетянула я драпировку в сторону или наоборот разложила сюда. То есть кому как нравится, сам себе модельер. Мой вариант вы увидите по окончанию видео на модели, когда уже платье будет пошито, и я вас обязательно познакомлю с готовым вариантом. Прелесть этого фасона заключается в том, что сегодня вы в этом платье отпраздновали праздник, потом вы аккуратненько все швы распороли, и ткань размером 1,5 метра на 1,5 метра вы можете использовать в вашем будущем новом изделии. Так как мы его, это платье, не краили, мы его просто задрапировали, соединив 4 угла на нашем квадрате, сделали такое необычное платье с драпировками, довольно сложное и интересное для восприятия, но очень простое в изготовлении. Ну вот различные варианты драпировки, моделирования возможно. Это уже индивидуально на ваш вкус. Для фиксации драпировки возможны небольшие закрепочки, так как это наша ткань, наше платье двойное, поэтому мы можем к нижнему слою крепить нашу драпировку. Эти закрепочки не будет видно сверху платья. Вот такое интересное вечернее платье. Вечернее, новогоднее, коктейльное платье у нас получилось. Как видите, все очень просто. Дорогие друзья, вот сейчас вы видите на манекене готовое мое чудесное новогоднее платье. Мастер элементарно справился с своей задачей и пошил его буквально в течение часа, так как оно реально просто в изготовлении. Что хочется сказать? Здесь сформирован верх. Это наши 2 треугольничка маленьких, которые мы зашивали на схеме по 42 сантиметра. Вношу уточнение, что эта длина, размер 42 сантиметра, может варьироваться в зависимости от вашего бюста. Если грудь больше, длина уменьшается. В данном случае на манекене наш размер зашитого участка 32 сантиметра. И это позволяет нам выкладывать и формировать драпировку на груди. Далее были зашиты 2 треугольника больших по 70 сантиметров по заднему среднему шву. В этом шве у нас есть молния вставлена. И он вместе с молнией, этот шов, в свободном полете закрыт складой, естественно сформированная такая интересная склада, мягкими фалдами ниспадает в виде такого красивого уголка шлейфа. Это вы видите нашу спинку. После того, когда были зашиты наши уголки, мне осталось сделать только несколько закрепочек. Первая закрепка — это на шее соединены 2 наших маленьких уголочка сантиметровой закрепочкой. Вторая закрепка — это по боку. Мы зафиксировали наш лиф вместе с нашим низом, перестрочив. Здесь вы можете индивидуально, ближе, дальше, по желанию, по вашей фигуре. Третья закрепка с другой стороны по тому же принципу. И последняя, 4-я закрепочка, она была сделана вот здесь под складочкой. Это буквально 2 стежка, которые соединяют верхний слой с нижним, скрепляют верхний шов с нижним. И благодаря этой закрепке я подтянула ткань и выявила форму, фигуру
ну, в данном случае манекена, фигуру нашего платья. Эта закрепочка, она образовала вот такую мягкую, красивую складу драпировку, которая, начиная с лифа, заканчивается диагонально на нашей юбочке, на нашем платье внизу. За счет того, что наше платье двойное, сформирован баллон по низу платья, также все наши уголочки зашиты, они основную форму формируют по косой. И ткань по косой, как вы знаете, выкладывается, струится, мягко драпируется, натягивается. И вот такое интересное, достаточно визуально сложное платье, на самом деле очень простое в своей основе, в процессе создания. Это платье, оно может быть не только на Новый год, его прекрасно можно использовать летом в качестве такого летнего платья-сарафана с голой спиной. Вот вы видите его. Многие мои клиенты любят платье одевать по одному разу. И вот конкретно в этом случае ткань мы можем использовать повторно, потому что квадрат 1,5 на 1,5 метра у нас без кроя, здесь только зашито 4 угла и сделаны маленькие закрепочки. Поэтому мы можем платье демонтировать и создать что-либо новое. Я надеюсь, вам понравилась моя идея этого праздничного платья. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Буду рада вас видеть снова и снова. До новых творческих встреч!